Всем привет, мои любимые садоводы и огородники! Сегодня поговорим с вами о оздоровлении почвы осенью. Даже простая перекопка уже помогает нашему огороду. Дело в том, что муравьи очень не любят, когда их беспокоит, а перекопка – это как раз тот вариант, чтобы побеспокоить муравьев. А теперь давайте я вам более подробно покажу, что я добавляю осенью для оздоровления почвы. Первый ингредиент, который я вношу в почву, это древесная зола. На 1 квадратный метр я добавляю пол-литровую банку. Если у вас золы мало, хотя бы 200-граммовый стакан добавьте на 1 квадратный метр золы. Зола обладает способностью разрыхлять почву и изменять ее структуру. Кроме того, благодаря высокой щелочности зола нейтрализует избыточную почвенную кислотность. В среднем в обычной древесной золе содержится от 40 до 70% кальция, до 13% углекислого калия, до 7% фосфора, а также микроэлементы – сера, железо, магний, бор, марганец, молибден, цинк. Кроме того, зола защищает наши растения от вредителей. Второй ингредиент, который я вношу в почву – это древесные опилки. У опилок немало нужных и полезных огороду свойств. Например, они являются хорошим разрыхлителем почвы, который улучшает ее структуру и препятствует растрескиванию и возникновению корки. Кроме того, опилки способны поглощать и удерживать жидкость, что позволяет использовать их там, где необходимо уменьшить влажность. Наконец, не будем забывать, что опилки – это же отходы древесины, то есть самая настоящая органика, которая перерабатывается почвенными микроорганизмами в питательные вещества, необходимые всему растущему на земле. И, как любая другая органика, опилки должны отправляться не на свалку, а на грядки. Причин недоверия к опилкам, собственно, две. Внесение свежих опилок повышает кислотность почвы, и опилки при разложении поглощают из почвы азот. У меня, к примеру, почва pH 6,5-7, поэтому и золу, и опилки добавляю вместе. Так у меня получается баланс. Третий ингредиент, который я добавляю при перекопке осенью, это фосфорно-калийные удобрения. Ну, тут, в принципе, что можно сказать, это очень хорошее удобрение, которое вносится осенью. Вот так вот оно выглядит. Расход этого удобрения простой – 20 грамм на 1 квадратный метр. Обязательно добавляем его осенью. Четвертый ингредиент, который я добавлю при перекопке осенью почвы и для оздоровления, это бархатцы. Корень я отрубаю, он мне не нужен. И теперь вот так вот на небольшие кусочки я рублю бархатцы. Мне так удобнее. Кто-то привык лопатой, тут уже ваш выбор. Бархатцы больше известны как ароматные цветы, однако в садоводстве и огородничестве они еще используются для удобрения земельного участка с целью обогащения его питательными веществами. Бархатцы позволяют бороться с такими трудновыводимыми сорняками, как пырей ползучий. Если закопать растения на территории садового участка, они будут вести борьбу с паразитами, которые зимуют в почве. Резкий запад бархатцев не переносят многие грызуны. Учитывая эту особенность растения, их еще можно использовать для защиты земельного участка от вредителей. Тля, клопы, медведка, блошки, колорадский жук, кроты, нематода покидают местность, на которой произрастают эти цветы. Бархатцы являются хорошей защитой для роз томатов, перца, лук, порея, моркови, клубники, картофеля, огурцов от болезней и вредителей, способствуют повышению урожайности культур. Бархатцы защищают корневую систему садовых и огородных растений от жуков и личинок. Бархатцы вносятся произвольно в почву, смотря сколько у вас цветов. После того, как я все внес, приступаю к перекопке. Перекапываю я на глубину штыковой лопаты. К сожалению, у меня нет пятого ингредиента, это перепревший навоз, но мне его должны подвести, я уже заказал машину. После того, как я перекопал грядку, и если у вас на огороде были различные заболевания, в том числе и грибковые, я буду использовать вот такой препарат, который называется триходерма. Нам необходимо 15 грамм развести на 10 литров воды. Триходерма – это полезный почвенный гриб-антагонист, встречающийся в почвах богатой органикой. Он перерабатывает растительные остатки, паразитирует на болезнетворных грибках, улучшая структуру почвы. Гриб триходерма верида имеет тройное действие – фунгицид. Являясь хищником грибкового мира, он борется с возбудителями грибковых и бактериальных болезней.
Биостимулятор для растений активирует мощный рост садовых культур за счет стимуляции выработки клеточного сока. Почвенный активатор. Попадая в почву, триходерма перерабатывает сложные органические соединения. В результате они разлагаются на простые вещества, доступные растениям. После того, как я приготовил препарат, начинаем поливать землю. Расход у меня такой: одна лейка 10-литровая на 2 квадратных метра. Если у вас нету триходермы, пожалуйста, можете воспользоваться фитоспорином. Тем более у нас остался, и его можно как раз таки весь израсходовать. Значит, нам потребуется 1 столовая ложка на 10 литров воды. Здесь у меня была разведена паста. Паста разводится просто 100 грамм пасты на 200 миллилитров воды. Это у нас маточный раствор. Из маточного раствора я развожу, еще раз говорю, 1 столовая ложка на 10 литров воды. Заправляем лейку и идем поливать. Теперь начинаем поливать грядку. Расход такой: 1 10-литровая лейка на 2 квадратных метра. Можно использовать 1 лейку 10-литровую на 1 квадратный метр. Пожалуйста, он ничем не навредит, этот препарат на основе сенной палочки. Для чего вносится этот препарат? Он точно так же борется с грибковыми заболеваниями, как и триходерма вирида. Только ни в коем случае их нельзя смешивать вместе в жидком виде. В почве они легко усваиваются друг с другом, но когда вы приготавливаете раствор, ни в коем случае их смешивать нельзя. И если вы полили одну грядку триходермой, то через дней 5-7 можно уже полить фитоспорином. Но ни в коем случае не полили триходермой, сверху нанесли фитоспорин. Так делать нельзя. Желаю вам всем больших и хороших урожаев. Всем пока-пока.